Всем привет! Как говорят, первый блин всегда комом. Так здесь и получилось. Да, новые правила вступили в силу для украинских беженцев 9 сентября 2024 года. Пониженные выплаты первые получили 12 сентября. Сегодня я расскажу про специальную доплату, да, которая называется оплата дополнительных потребностей. Сейчас она очень актуальна, потому что в центрах вот этих вот размещений начали происходить какие-то непонятные вещи, да, какой-то диссонанс, какое-то недопонимание, кому что положено, как все протоколы будут работать, то есть до конца все было не отшлифовано. Ну, в защиту, конечно, ирландскому правительству, да, скажу то, что эти протоколы для них это все в новинку, как и для украинцев, да, потому что данный протокол Temporary Protection, временная защита, был запущен впервые, да, в 22 году, в марте, когда началось полномасштабное вторжение в Украину. То есть все сейчас делают впервые. И ясное дело, что сейчас немножко, конечно, какой-то, да, заминка есть в понимании, и чтобы все сделать четко, должно что-то пойти не так, да, то есть все идеально не может быть. Если те же международники, то есть международная защита, да, то там уже все давно, все четко работает как часики, потому что уже десятилетиями люди приезжают, да, и по вот этим всем правилам живут. А тут все в новинку. Плюс каждых там 2-3 месяца какие-то нововведения добавляются, что-то сужается, что-то добавляется, и приходится, да, чтобы одно решение не противоречило другому, вырабатывать какие-то новые правила. Сейчас, конечно, многие правила, они противоречат друг другу. Из-за этого получается какой-то парадокс, да. В центрах сейчас вот этих вот размещений, да, ну, много всяких проблем, много скандалов и недопониманий. И даже люди, которые в этом разбираются хорошо, даже работники Интрео не могут до конца вам объяснить, на что вы претендуете, что вы должны получать, что не получать. То есть в прямом смысле сейчас такое, да, немножко идет отшлифовка, да, всех правил. Вот эта вот выплата, она сейчас, да, очень актуальна для тех, кто сейчас там находится, потому что, например, до сих пор остались, ну, временное, да, размещение от государства осталось даже такое, где еще люди платят за питание. И есть диссонанс в том, что если ты получаешь, пошел, например, на неполный рабочий день и работаешь, и получаешь больше 125 евро, то ты не претендуешь на эти 38 евро. А если ты, например, мама, да, с двумя детьми, то есть получается, ты за себя должна платить 10 евро в день, и за детей еще 10, по 5 за каждого. То есть 20 евро в день просто так. А ты там получаешь, например, 150 евро, то есть, ну, в неделю, да. То есть в прямом смысле куча вопросов и недопониманий есть сейчас, реально. Я прям читаю и вижу, что сами люди, которые здесь уже живут давно, которые были в теме, они не могут разобраться и кому что посоветовать. Они такие пишут: нужно ждать разъяснений. Напишите в комментариях ваше мнение, да, по всем этим новым правилам. Если вы живете, да, в таком пансионе, напишите, как там обстоят дела, все ли четко, либо есть какие-то реально проблемы. Если есть проблемы, напишите, в чем они заключаются, чтобы я, да, более подробно знал и, возможно, дополнил, да, свой ролик в описании какой-то информации, либо записал новый ролик, чтобы расширить, да, круг своей информации, потому что у меня знакомых нету, которые живут по данным новым правилам, да, с полным пансионом, так что мне трудно, да, ну, с точностью, да, сказать, как все там реально происходит, только с того, что вижу, что люди пишут в своих социальных сетях. Вот от этого я и отталкиваюсь. А мы сейчас рассмотрим вот эту вот доплату, которая будет очень актуальна для людей, которые находятся сейчас в этих всех пансионах, да, и которых перевели на новые правила, да, на новые пониженные выплаты. Эта выплата, эта доплата называется Additional Needs Payments. То есть это такая, да, временная помощь, то есть на ваши нужды. И сейчас она очень актуальна, да, потому что, же говорю, очень куча различных нюансов происходит и насчет стирки, платно, не платно. Есть еще такие примеры, которые не очень приятные, где людей сказали: мы вас переселяем с одного отеля в другой. Они переспросили: мы переезжаем в новые правила. Им сказали: нет, все нормально, будете получать полную ставку. Их перевезли, да, и потом сказали, что все, если вы переехали, вы теперь подчиняетесь новым правилам. Возможно, люди могли бы, да, как-то их предупредить заранее, они могли бы найти себе, может, по ARP, может, снять. Как-то, да, ну, зашевелиться, в смысле, если бы их предупредили, что если их перевезут, то они будут получать пониженные выплаты. То есть в прямом смысле очень много непонятного и сейчас
одно решение противоречит другому. Это правда. Все нюансы я не знаю, я не буду их, да, там как-то докапываться до чего-то, разыскивать их. Все, кто знает что-то, пишите свое мнение в комментариях. Это, конечно, неприятно, но реалии таковы, что временная защита потихоньку, да, с каждым днем подходит к своему финалу, к концу. Этот финал наступит по-любому, кто бы как не думал, не хотел. Паспорта просто так никто никому раздавать не будет. Запомните это никак, это невозможно, потому что это маленькая страна и 100 тысяч украинцев, которые приехали, да, там плюс-минус, не могут такому количеству людей просто так, за то, что он украинец, за то, что он есть, за то, что он тут проживает, выдать паспорт. Нет, конечно же. И каждый должен это понимать. И, как говорится, кто первый, того и тапки, так оно сейчас и есть. Кто первый воспользовался всеми возможностями, которыми предоставила им, да, Ирландия, то есть тот, конечно, сможет здесь закрепиться и остаться. Если вы, конечно, не смогли, да, как-то не получилось вас ассимилироваться, да, как-то приловчиться, приспособиться, то, конечно, вы будете сейчас потихоньку, да, как это грубо не звучало, будете страдать, потому что будут вас перемещать, сужать выплаты, и то есть будут происходить такие процессы, которые будут неприятны, но от них отказаться, от этих процессов невозможно, потому что рано или поздно было понятно, все закончится. И еще раз повторяю, кто первый, того и тапки. Это, да, формула, она работает везде, и здесь это, говорится, это решение, да, этот формат, он и здесь тоже работает. Даже расселение. Кого-то расселили в общагу, да, семью, да, в маленькую комнатушку с двухъярусными кроватями. А кому-то дали модульный домик, новенький, отшлифованный, ленточку только перерезай и заходи. Ребята, ну, так это работает. Фарт, удача, да, вот так вот. По-другому никак. Это Ирландия, маленькая скромная страна, которая и так сделала очень-очень много. Но мы не об этом, да, мы о том, что оплата дополнительных потребностей это та выплата, которая вам поможет. Если вы в центре, да, если у вас нет денег, не хватает, например, там, да, на бытовую какую-то технику, на какую одежду, то есть даже на медикаменты, даже на лечение, то есть в прямом смысле вот список того, на что вы можете потребовать. И не только там указано, и можно на все, ну, либо другое, чего нет в списке. То есть просто не стесняйтесь, подавайтесь, и вас рассмотрят. Если вы подходите под эту, да, доплату, то они вам помогут, они вам выдадут деньги на ту или иную сумму. То даже вот одеть, да, ребенка просто, например, там смена сезона, да, это там курточка, вот он вырос просто, и маму перевели на эти пониженные выплаты. Вот как можно одеть, да, на 38 евро ребенка. Но ясно дело, на ребенка там еще несчастных 28 евро. Это, конечно, очень уже сложно. И нужно реально не стесняться, брать, подаваться, потому что это все-таки здоровье, это одежда, это вот, тут даже написано коляски, все, что вы хотите, что вам потребуется, то, что стоит реально больших денег. Если вы это купите, да, то вы останетесь в прямом смысле в минусе. То есть у вас не будет реально на то, чтобы даже там пойти, не знаю, ребенку какое-то мороженое купить, да, если у вас реально не будет денег, то вы имеете право подаваться на вот эту вот доплату. Вот здесь внизу будут ссылочки, я оставлю, конечно же, ссылочку, да, в описании на эту доплату, на эту оплату, где вы можете все почитать, тоже все изучить. Вот немножко написано на то, кто может, да, претендовать. Ребята, если у вас один человек и вы зарабатываете в неделю меньше 444 евро зарабатываете, то вы имеете право податься на эту выплату. Если пара, 544. Если у вас есть один ребенок, 645. То есть в прямом смысле, видите, да, список. Если у вас меньше доход, то вы имеете уже право податься. Вот можете подать, не знаю, там вот, да, семья живет и у нее не хватает на аренду. В прямом смысле, да, вот не хватает вот в данном месяце на аренду не хватает. И вы можете прям податься, тут есть в списке даже помощь на аренду. То есть вы в прямом смысле говорите, нету денег, что делать? Подаетесь, быстро все рассматривается, если что, вам доплачивается вам на карту, либо на почте, я не знаю, этот протокол я не знаю, но главное условие, да, конечно же, кто-то должен получать, да, выплаты, то есть
выплаты должен кто-то в вашей семьи получать, либо вы должны работать неполный рабочий день. Тут два варианта, потому что если вы будете работать полный рабочий день, даже один человек будет получать выплаты, то эта сумма будет больше, чем здесь указано. То есть в прямом смысле это для одиноких людей, которые да сами, либо для семьи, у которой никто не работает, например. То есть вся семья сидит на выплатах, да, либо семья и один человек только работает неполный рабочий день. То есть в прямом смысле вот это вот все можно будет заполнить, отправить, и, возможно, вам дадут одобрение и получить. И не нужно стесняться, бояться какого-то осуждения. Все мы можем попасть в такую нелегкую ситуацию. А главное, вы должны знать, что есть такая оплата дополнительных потребностей. Не нужно этого бояться. Я пытаюсь записывать ролики полезные, чтобы люди могли себя как-то обезопасить и знать, что государство Ирландия никогда не бросит. Тут куча различных программ, выплат, доплат и так далее по разным, да, жизненным ситуациям. Любой человек может попасть в трудную ситуацию. Если он знает, да, как говорится, вооружен, то значит все хорошо. И вот эта вот доплата, это очень важно. Я сам о ней недавно узнал только, да, и понимаю, что даже тут есть помощь по медицине. То есть в прямом смысле операция вам нужна сложная, ну, например, там дорогая, да, у вас нету. То есть что думаете, вас государство просто так бросит? Нет, конечно, вам нужно подаваться, заполнять, там, приложить все медицинские документы и так далее. В прямом смысле вам могут помочь организовать, доплатить и так далее. То есть не нужно бояться и чего-то стесняться. Все мы люди, и каждый может попасть в сложную ситуацию. А украинцам, которые перешли на новые выплаты, которые попали в эти все пансионы, желаю только терпения, счастья, да, и постарайтесь все-таки как-то здесь ассимилироваться, да, и найти себя, потому что рано или поздно все эти центры будут закрываться, все будет сужаться, и все потихоньку будет рассасываться, да, то есть кто сможет, тот останется. Пожалуйста, прошу вас всех, думайте о своем будущем. За вас, кроме вас, никто не будет об этом думать. Государство Ирландия дает вам шанс. Она говорит, мы можем за тебя немножко, да, подсуетиться, помочь, подняться тебе, поддержим тебя, но не все время они будут, да, являться вашими какими-то, да, костылями. Вы должны сами суетнуться и как-то раскрыть, да, себя в этой стране. Чтобы податься, пожалуйста, вам нужно, да, либо аккаунт в My Welfare, да, но я не советую вам заполнять все онлайн, лучше пойдите в Intreo, возьмите application, да, можно прямо здесь электронная форма, вот если вы можете заполнить, я ссылочку тоже оставлю. Или пойдите возьмите application. Лучше взять, поверьте, в Intreo, дойти, взять application, показать вам вот эту, покажите вот эту вот ссылочку. Они поймут сразу, что это за выплата, и сразу вам дадут нужный application. Вы сразу можете даже там заполнить, возможно, даже вам сотрудник поможет заполнить, да, все правильно. Либо забрать домой, заполнить и принести. Лучше сделайте так. Я вам говорю, потому что пару раз я заполнял пару application в онлайне, и они реально долго обрабатывались. И потом я приходил, говорил, почему? Они говорят, лучше придите к нам, потому что когда вы даете ей application в Intreo сразу, она прям сразу при вас уточняет у вас все данные и сразу все вводит. То есть в прямом смысле вы где-то вы не стоите там где-то в листе ожидания. Сразу все вводится и сразу же там они будут рассматривать. То есть день-два они все это рассмотрят. А в онлайне там может быть со всего каунти собирается, вы понимаете, да, в их Intreo. И вы там в прямом смысле стоите в режиме ожидания. То есть вот такие вот дела. Так что советую вам приходить и лично заполнять, либо лично принести просто заполненную форму, да, application к ним. Вот внизу, да, вот видите, даже указано то, что я говорил, что можно подаваться на любую, да, вид помощи, которая вам нужна. Какой размер выплат на дополнительные нужды? Читаем. Установленные ставки для выплат дополнительных нужд не существует. Вы понимаете? То есть там даже написано ремонт. Вот вы там бабушка, дедушка, не знаю, молодая пара. Ну нет денег, не можете найти. Вы подаете в прямом смысле, чтобы вам помогли ремонт. И тут есть одна знакомая, да, но это жена с ней познакомилась. Она литовка, и в прямом смысле она рассказывала, да, я еще удивился, что мне там ремонт делают. Говорят, о, классно, как, а что, сколько стоит? Говорит, да нет, бесплатно, это я подалась. И я понимаю, что, видно, она вот это вот подавалась на вот эту вот выплату. Ей в прямом смысле пришли, покрасили стены, у нее там пару досочек шаталось, в смысле, ну, наверх, да, чтобы подниматься на второй этаж. Заменили доски. То есть, в прямом смысле сделали такой мини-капитальный ремонт. Бесплатно. То
То есть не нужно ничего бояться, подавайтесь. И внизу да написано, сумма, которую вы получите, будет зависеть от ваших обстоятельств и того, в какой помощи вы нуждаетесь. То есть в прямом смысле это может податься любой человек. У каждого бывают сложные ситуации. И вот сейчас для всех украинцев, которые попали в вот такие вот сложные ситуации, а 38 евро, вы понимаете, что в Ирландии, ну это один раз пойти с семьей просто в кафе покушать, просто купить ирландский завтрак, да, с кофе, все. Ну реально, все, больше ты ничего не можешь за эти деньги купить. И я понимаю, кто-то скажет, полный пансион, ребята там сидят, да, как на курорте, да, я в свое время там говорил, all inclusive, да, в кавычках. Ну, конечно же, в кавычках, это смешно. Я бы лично не смог бы в таких условиях проживать, но это очень жестко, когда твоя семья, да, находится, неважно, это отель, хоть он пятизвездочный, все равно ты находишься в каких-то непонятных условиях, да, тебя кормят не так, как ты хочешь, выехать ты не можешь, чтобы выехать даже больше, чем на одни сутки, нужно писать заявление, да, в ЮКТАТ, и чтобы его одобрили, то есть даже отдохнуть ты никуда не можешь выехать. Но это реально такой мини, да, реально пансион, то есть лагерь, и неважно, живешь ты в прямом смысле в палатке в лагере, либо в отеле или хостеле, все равно по факту это просто, ну, лагерь, просто у кого-то он двухэтажный, да, у кого-то просто там модульный дом. То есть в прямом смысле это не очень хорошо. И прожить так долго, ну, я не знаю, я б точно не смог. И тем, конечно, кто живет там, ну, вам и может, да, выдержать все вот это, ну, у вас, значит, очень крепкие нервы. Я понимаю, что сейчас напишут люди, мы уезжали от бомб, от войны, это понятно, и что главная крыша над головой, а не там какая-то роскошная жизнь, да, и все вот эти вот прелести жизни, да, настоящей, типа такой яркой. Понятное дело, люди бежали, чтобы спасти детей, чтобы просто быть в безопасности. Если так смотреть, да, на это все, то, конечно, даже та же палатка, если она ваша, то это хорошо, потому что вы в безопасности, в безопасной стране. Но жить так долго, я понимаю, что это тоже, ну, это не вариант, это, ну нет, ну, конечно же, нет. А если маленькие дети, они должны как-то развиваться, они должны видеть жизнь, они должны видеть какие-то яркие эмоции. Я думаю, что где-то жить в поле, в каком-то лагере или в каком-то хостеле, это не слишком привлекательная и яркая жизнь. Так что всем добра, позитива, всегда на связи.